Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, что происходит, какие события и к чему все это ведет. Произошли наконец-то переговоры между Си и Трампом, достигнуты временные договоренности. Китай согласился покупать соевые бобы, а Соединенные Штаты снизили средневзвешенные тарифы на китайские товары на 10%. Китай отсрочил введение ограничений на экспорт редкоземельных элементов на 1 год. Но все прекрасно понимают, что эти меры, они не очень долго продлятся, потому что ключевые противоречия, которые вытекают, исходя из отрицательного торгового баланса у Соединенных Штатов, они никуда не делись, и их фундаментально невозможно никак разрешить такого рода договоренностями. Есть только два способа решения сложившейся ситуации. Это либо кардинальное перенаправление потока, то есть когда Соединенные Штаты будут что-то активно экспортировать в Китай, а не наоборот, или же это обнуление долга. На текущий момент мне не приходит никакой возможности на ум относительно того, что такого Соединенные Штаты могут экспортировать в Китай, чтобы перекрыло имеющийся дисбаланс. Поэтому, видимо, ситуация будет стремиться к тому, чтобы обнулить американский долг. Вопрос, какими инструментами это будет достигнуто. Так, друзья, давайте к календарику событий перейдем, посмотрим, что у нас произошло за эти дни. Вчера, в четверг, ЕЦБ принимал решение относительно монетарной политики и относительно ставки. Ставку сохранили. ВВП оказался лучше ожиданий на 1,3, выработали это на 0,1 больше, чем был прогноз, но на 0,3 меньше, чем предыдущий показатель. Ну, в общем-то, можно сказать, что санкции торговые с Соединенными Штатами, они не столь сильно негативно влияют на еврозону, но здесь есть один нюанс. 1,2, 1,3 это в пределах погрешности ошибки. Поэтому вот эти показатели, они на самом деле ничего не показывают. ЕЦБ сохранил ставку. И это есть основание для того, чтобы в обозримой перспективе произошло укрепление евро к доллару. Если посмотрим такой интересный график, на который нанесена ставка Центробанка и годовая инфляция, то увидим, что у Соединенных Штатов у них есть потолок для того, чтобы снижать процентную ставку, потому что инфляция пока что не набрала обороты. Да, на этом графике не хватает данных по безработице, но тем не менее он в достаточной степени показателен. И отсюда следует, что американцы в принципе могут себе позволить еще 1-2 раза снизить процентные ставки, поскольку уровень инфляции это сделать позволяет. А снижение процентной ставки это, соответственно, глоток воздуха для экономики с одной стороны, и с другой стороны это топливо для снижения курса национальной валюты. Но если переходить к еврозоне, здесь, как мы видим, ситуация патовая, и, соответственно, здесь нет никаких оснований для того, чтобы снижать ставку, потому что инфляция начинает пожирать, перекрывать ставки. Ну и вот, в общем-то, технический аспект, почему в обозримом горизонте евро должно укрепляться по отношению к доллару. Текущая отчетность по американскому хай-теку, Amazon, новости о сотрудничестве NVIDIA с Южной Кореей. Все это дает дополнительные драйверы для роста американского фондового рынка на плечах бигтеха. Ну вот, Марк Бьюри проснулся, говорит, что все, надули пузырь, он вот-вот в любой момент может лопнуть. Я хотел обратить внимание, что на самом деле пузырь-то уже давно надули. Ну как давно? Уже, наверное, год. Дуется и дуется пузырь. Но и должен заметить, что одно дело производить ставки, и другое дело пугать народ. Потому что, когда он успешно победил ипотечный пузырь и заработал на этом деньги, он с такого рода заявлениями не выступал. Но он, в общем-то, висел на волоске, потому что он немножко рано сделал ставку, вот, и у него ситуация была тогда очень непростая. Но, как бы, тем не менее, он все равно грамотно все рассчитал и выиграл. Ну, я не знаю, может быть, в текущий момент он тоже сделал ставку на то, что рынок рухнет, и у него заканчиваются запасы оплачивать премии за деривативы. Поэтому такое выступление Марка Бьюри относительно того, что все как бы сушите весла, мы приплыли, я думаю, оно в данном случае не является индикатором. Так, друзья, ну переходя к тем данным, которые сегодня выходят, здесь хотел бы обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе Китая. Как вы видите, он вышел хуже прогноза, но здесь, помимо того, что он вышел хуже прогноза, есть еще такой нюанс, который связан, что он уже на протяжении многих лет бьется под границей 50%, который является ключевым показателем. Тренд на самом деле у него негативный, и такое ощущение, что его специально натягивают, чтобы он показывал плюс-минус 50. Соответственно, этот показатель меньше 50% указывает на то, что не все очень хорошо происходит у Китая в производственном секторе, а он для Китая является ключевым. И здесь как раз ситуация, она может в любой момент развернуться в сторону очень сильного негатива. Для того, чтобы это видеть, не надо быть Майклом Бьюри, но для того, чтобы это произошло, необходимо какое-то очень мощное событие, инициатор. Я думаю, скорее всего, это будет связано с санкционной войной, с тарифами между Соединенными Штатами и Китаем. Но, судя по всему, резкие движения
в этом вопросе, они отложены на следующий год. Я думаю, критичная дата это февраль 2026 года. Потому что сейчас стороны вроде как договорились. Временно, но договорились. Давайте перейдем к графикам, что происходит на фондовом рынке. Так, друзья, давайте начнем с самого главного мирового индикатора, это S&P 500. Как мы видим, на этой неделе был переписан очередной хай, но сегодня двойной день, потому что это пятница, и это последний день месяца. Поэтому здесь наиболее вероятный сценарий, коррекционный откат, вот сюда вот поближе к вот этой крышечке в районе 6770. Так, друзья, далее NASDAQ. Ну, здесь как бы вообще классическая картина, которая указывает на то, что разворотная формация и, соответственно, здесь нужно коррекционное движение. Оно даже более нужно, нежели чем на S&P 500. Вот, поэтому, я думаю, будем сегодня пытаться потестить 25370 и вернуться вот в этот консолидационный диапазон. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, здесь действия ЕЦБ, действия ФРС, они реализовались, то, что прогнозировалось, и поэтому мы вот получили такое вот движение на укрепление доллара. Но оно пришло к вот этой плашечке, и отсюда, я думаю, на следующей неделе, может быть, даже сегодня, в пятницу, мы увидим попытку роста, первая цель движения 1,16. Так, далее индекс страха и волатильности ВИКС. Он вернулся в свой консолидационный диапазон, и я полагаю, на предстоящей неделе, двухнедельном отрезке он будет находиться в этом диапазоне. Потому что Соединенные Штаты с Китаем провели переговоры, достигнуты договоренности, и на текущий момент все это хозяйство обязано успокоиться и какое-то время проконсолидироваться. Так, друзья, далее давайте ММВБ рассмотрим индекс. Ну, здесь как бы картина обратная, она зеркально-симметричная практически с американскими индексами S&P 500 и NASDAQ. И там как бы уже все, крышечка, и должен идти откат. А ММВБ, наоборот, такое ощущение, что щупают возможности, ну, в районе 2500, прежде чем хорошенько отскочить. Но я бы обратил ваше внимание, что на самом деле для отскока нет фундаментальных оснований, но и в то же время налицо, что его сдерживают и падать не дают. И я думаю, в связи с этим наиболее вероятно это движение в консолидационном диапазоне 2630 верхняя граница, ну и нижняя граница, она вот как раз 2500. То есть вот здесь пробой был на 2500, вниз не пошли, видимо, выкупили, остановили падение. И здесь есть все признаки того, что его в районе 2500 будут выдергивать, консолидировать. Уход вверх, допустим, более 2600, я думаю, здесь будут собирать стоп-заявки, то же самое уход вниз. Пока что, я думаю, неделю вот в этом консолидационном диапазоне. Так, друзья, далее рубль-доллар, Си, дневной таймфрейм беру, но здесь вот на сегодня весьма вероятно завершение недели в районе 83-82,5. Вот, ну на следующей неделе, наверное, я так думаю, будет движение 84-85 вот сюда к этому значению. Все, здесь позиции набраны, и я полагаю, здесь больше оснований для консолидации нету. Хотя бы задерка, а может быть устойчивое движение на 84-85 здесь уже весьма вероятно произойдет. Так, друзья, далее давайте посмотрим американские акции NVIDIA. Ну, как мы с вами видим, здесь вот уже, что называется, ворон на проводе насадили. И здесь, несмотря на весь позитив, который произошел, позитив произошел уже отыгран, здесь, я так думаю, намечается попытка тестирования 190 вот сюда, возврат к этому значению. Конец месяца и закрытие недели, поэтому, я думаю, будут очень усиленно пытаться пробить вот эту свечу, которая сформировалась 28-го, и попробовать откатить на 192, хотя бы, может быть, на 190. Так, друзья, далее Apple. Ну, здесь, в общем-то, намечается конструкция, которая указывает как минимум на движение вот в этом консолидационном диапазоне, у которого нижняя граница 264,5. Вот, и, возможно, в случае пробития откат в район 257. Здесь уже как бы раздача началась. Так, далее Tesla. Ну, Tesla, собственно говоря, она вот вернулась в консолидационный диапазон, и поэтому на сегодня, я думаю, высока вероятность тестирования 425. Так, друзья, далее нефть марки Brent. Ну, здесь вот у нас 60, пришли на 60. На самом деле, цена 60, она никого не устраивает. И поэтому, я полагаю, в ближайшее время мы увидим, как с помощью новостей будут пытаться раскачать и увести нефть повыше. На текущий момент имеется профицит добычи нефти, и, соответственно, как бы ей бы еще приспуститься из-за этого профицита хотя бы в район 50. Но уже текущие значения, они критичны, особенно для американских сланцевых добытчиков, и поэтому, я думаю, будут как-то пытаться ситуацию раскачать и вытянуть наверх. Вот. Ну, на этой неделе здесь у нас будет консолидационный диапазон. Особого нет резона для движения в конце недели по нефти, я его не наблюдаю. Вот по акциям, по хай-теку американским назрело, необходимость корректироваться по нефти, скорее всего, ее вот как-то так гонять и будут. Так, друзья, далее золото. Ну вот, золото сдули, сейчас оно в районе 4000 торгуется. Я полагаю, мы неделю закроемся где-то, наверное, в районе 3960. Золотая тема отыграла, но пока оснований для такого глобального мощного падения нету. Продолжение фиксирования позиций крупными игроками. Так, друзья, далее идет биткоин. Давайте посмотрим биткоин, дневной таймфрейм. Сейчас он пытается отскочить, отрасти. Я думаю, сегодня будет такое волнообразное движение. Он еще немножко пойдет вверх, дальше его ближе к вечеру закрытия недели с 7 до 10 часов, я полагаю, откатят в район 109, может быть, даже пониже. И на выходных он будет где-то торговаться в районе 111 500. Вот мое такое видение текущей ситуации по криптовалюте. Так, друзья, вопрос был еще по Сбербанку. Ну, смотрите, Сбербанк, движение в консолидационном диапазоне, вот в этом, это дневной таймфрейм. Вот, но если как бы будет на следующей неделе ситуация геополитическая без особых стрессов, я думаю, его попытаются схватить вот сюда в район 305. Вот, но сейчас, наверное, закрытие недели, я думаю, где-то вот в районе 290 будет, то есть он может консолидироваться сегодня, но все-таки, я думаю, его сюда куда-то вниз попробует сводить на 291-290. Так, друзья, далее по Газпрому был вопрос. Ну, смотрите, у Газпрома, конечно, ситуация несколько пессимистичная. Вот, возможно, отскочить, повторить вот этот подвиг он попытается, но на текущий момент я вот особых драйверов для того, чтобы этот отскок был, не обнаруживаю. Скорее всего, вот это консолидационное движение продолжится, потому что, с одной стороны, ему падать ниже 110-105, это очень сложно, но у него просто массив нарушен. И, скорее всего, сегодня консолидационное движение вяло и на следующей неделе. Так, друзья, ну вот, в общем-то, вот график капитализации криптовалют, месячный таймфрейм, одна свеча. Как мы видим, октябрь месяц закрывается таким образом, что портал для коррекционного движения вниз по криптовалютам в конце этого года, в общем-то, открыт.
И весьма вероятно, что до конца года мы увидим попытку вытряхивания мелких, розничных и не очень мелких игроков. Потому что фондам надо закупаться. Так, друзья, ну вот основные моменты, мое видение. Желаю вам удачи и всего самого